На этот раз Нью-Йорк ощущался по-другому. В городском горизонте, залитом огнями небоскребов, в воздухе витало что-то пульсирующее, смесь ожидания и удивления. Улицы вокруг пирса 36 превратились в море людей. Известные модные редакторы, мировые знаменитости, инфлюенсеры и поклонники, которые приехали со всех концов света только для того, чтобы увидеть одно имя на огромном светодиодном экране Чон Ченгук, всемирное лицо Кэлвин Клейн, икона, которая вышла за рамки музыки, став символом современной чувственности и свободы. Главная сцена мерцала монохромом. Черно-серо-белые тона окутывали пространство, передавая фирменный минимализм Кэлвин Клейн, чистый, резкий и смелый. Электронная музыка мягко звучала, переходя от медленного ритма к все более интенсивному. Прожекторы пронзали тонкий туман, создавая атмосферу, в которой, казалось, смешивались сон и реальность. И среди повисшей короткой тишины появился силуэт Ченгука. Он решительно вышел из-за дымовой завесы, одетый в культовый джинсовый комплект Кэлвин Клейн, слегка расстегнутый пиджак, обнажающий линии его груди, брюки, идеально сидевшие на бедрах, и пронзительный, но глубокий взгляд. Толпа взорвалась аплодисментами, но Ченгук не торопился. Он спокойно смотрел перед собой, затем слегка склонил голову, словно давая понять, что настоящее шоу вот-вот начнется. Музыка изменилась, зазвучала четкая басовая линия, за которой последовал мягкий звон, наполнивший воздух. Ченгук начал танцевать. Не взрывной, но с невероятным контролем. Каждое движение было словно шепот, мягкий, но пронзительный, минималистичный, но содержательный. Он медленно поворачивался, глядя в камеру, которая следила за каждой деталью, от очерченной линии подбородка до тени мышц, подчеркивающих его природную красоту. Когда он опустился на пол, а затем поднялся по синхронной дуге в такт музыки, зал, казалось, замер. Это движение было необычной хореографией, это было заявление. Кэлвин Клейн представляли не просто одежду, они представляли философию. Чувственность — это не показуха, а форма честности с собой. И Ченгук понимал это лучше, чем кто-либо другой. Он танцевал не для развлечения, а для выражения, смелости, свободы и самобытности, не поддающейся ограничениям. Прожектор сместился, открыв его отражение в большом зеркале за сценой. В одно мгновение одно его движение разбило отражение на осколки света, зрелище, заворожившее публику в первом ряду. Несколько журналистов опустили камеры, ошеломленные. Они поняли, что только что стали свидетелями чего-то большего, чем просто модный показ. Когда ритм резко оборвался, Ченгук стоял в центре сцены, его дыхание было ровным, взгляд устремлен на зал. Он слабо улыбнулся, улыбка не была фальшивой, но ее было достаточно, чтобы разжечь крики тысяч зрителей в зале. Затем музыка ударила снова, на этот раз с взрывной энергией. Он танцевал более свободно, смешивая современный танец со своим фирменным городским поп-музыкой. Его движения рук, повороты, даже его маленькие шаги были наполнены ритмом. Камеры панорамировали с разных ракурсов. Каждая секунда, казалось, переписывалась в новую историю Кэлвин Клейн. На большом экране его изображение было черно-белым, создавая винтажный вид, контрастирующий с современностью сцены. В один медленный момент, когда он запрокинул голову и закрыл глаза под светом прожектора, в зале воцарилась полная тишина. Никто не издал ни звука, только медленный, нисходящий ритм музыки и вздохи тысяч, которые не хотели, чтобы этот момент заканчивался. Человеческая форма как искусство. После танца Ченгук стоял в конце подиума, под светом прожекторов на его лице. Камеры проносились мимо. На заднем экране появились большие белые слова. Кэлвин Клейн 2025. Человеческая форма как искусство. Аплодисменты разносились долго и громко, отражаясь от каждой стены здания. Ченгук медленно поклонился, затем искренне улыбнулся и ушел со сцены. Он на мгновение замолчал, глядя на публику. Его взгляд был теплым,
полным благодарности, и он все еще обладал обаянием мировой звезды, которой не нужны слова. За кулисами команда встретила его аплодисментами и широкими улыбками. Один из ведущих дизайнеров Кэлвин Клейн тихо сказал: «Ты не просто танцевал, Чингук, ты определил, что значит Кэлвин Клейн сегодня вечером». А Чингук лишь усмехнулся, похлопал себя по груди и просто сказал: «Все дело в свободе и честности». После окончания шоу социальные сети взорвались. Хештеги «Решетка Юнкак Чалвин Клейн» и «Решетка Сики 2025 Дынс» были в трендах более чем в 70 странах. Кадры танца Чингука были повсюду, от Vogue до Harper's Bazaar, от TikTok до CNN Style. Критики назвали это самым знаковым выступлением в истории модного кроссовера. И действительно, этот вечер был не только об одежде. Он был о том, как один человек своим телом, своей музыкой и своей честностью изменил представление мира о том, что значит быть собой в современную эпоху. Чингук покинул сцену спокойным шагом, в той же джинсовой куртке. Но за этой простотой была новая аура, как будто весь мир теперь вращался в ритме, который он сам создал. И там, в некогда звездном небе Нью-Йорка, мир моды знал одно наверняка: Чингук был не просто лицом Кэлвин Клейн. Он был движением. Музыка остановилась на одной долгой ноте, повисшей в воздухе. Свет на сцене медленно погас, оставив мягкое свечение, которое выделило Чингука в центре зала. Его тело было неподвижно, дыхание ровное, но энергия каждого его движения все еще витала в воздухе. В зале воцарилась тишина не из-за потери звука, а потому, что весь мир затаил дыхание, боясь потревожить только что рожденную красоту. Затем, словно природа осознала, что шоу закончилось, свет медленно вернулся. Тысячи аплодисментов разразились, словно мощная волна, проносящаяся сквозь пространство-время. Зрители один за другим вставали, отдавая дань уважения не просто исполнителю, а моменту искусства, который только что изменил облик мировых модных показов. Чингук слабо улыбнулся, его темные глаза заблестели в свете софитов. Он низко поклонился, все еще облаченный в классический деним Кэлвин Клейн, который теперь выглядел как одежда легенды, простой, но легендарной. Он ничего не сказал, но его улыбка говорила о многом. О преданности, о любви к сцене, об артистизме, пронизывающем каждую клеточку его мускула, каждое движение. На большом экране за сценой появились замедленные кадры танца. Каждый изгиб его тела, каждое движение его рук, словно ваяющих воздух, были показаны в черно-белом цвете. В тишине мягкого света под ними тихо появились слова: «Движение — это эмоция. Эмоции — это правда». Чингук на мгновение задержал взгляд на экране, а затем слегка улыбнулся. Для многих в зале это могло бы быть лишь финалом модного показа. Но те, кто действительно внимательно слушал, знали, сегодняшний вечер был больше, чем просто показом мод. Это был праздник человеческого тела как искусства, и Чингук был живым напоминанием о том, что истинная красота — это не совершенство, а смелость быть собой без фильтров. Когда вернулась мягкая музыка, Чингук сошел со сцены. Каждый шаг был словно эхо незаконченного танца. За кулисами команда и режиссеры встали, чтобы приветствовать его искренними аплодисментами. Кто-то похлопал его по плечу, и режиссер шоу прошептал: «Ты не просто выступил, ты вошел в историю». Он усмехнулся, вежливо поклонился и просто ответил: «Я просто хотел потанцевать. Вот и все». И, возможно, в этом и заключалась его истинная красота. Он не пытался стать легендой, но был ею.